So we have looked at the variables in terms of a hologram that our mental activity gives rise to, the variables of accurate and inaccurate, and pure and impure. Итак, мы с вами рассмотрели различные переменные относительно голограмм, которые возникают в процессе ментальной активности. Мы рассмотрели их верные и неверные пару, да, чистые и нечистые. And we have seen that these variables refer to both the appearance of what something is, as well as the appearance of how it exists. И как они относятся к обеим вещам, а именно к тому, что это есть, и, восходящее в сознании, и тому, как это существует. So the next variable is tainted and untainted appearances. Следующая пара переменных, да, это tainted и untainted. Ну, если pure and impure мы переводили как чистое и нечистое, здесь значит, видимо, загрязненное, незагрязненное, или с примесью, без примеси. Ну, то есть немножко об одном и том же, но смысл другой. In English, that's often translated as contaminated and uncontaminated, but in English that implies something like contaminated with radiation, like in Chernobyl. So I don't really care for that translation. В английском часто можно встретить перевод отравленное, неотравленное, да, но здесь это вот в английском как если contaminated, тогда это подразумевает некую радиацию, да, или какое-то излучение, которое отравило это что-то на манер, заразило это что-то на манер чернобыльской катастрофы, да, что меня не устраивает, и я вот использую tainted, untainted. Ну давайте загрязненное, незагрязненное. Right, so it's a more neutral term. Это более нейтральный термин. And this is defined differently in the different traditions. В разных традициях понимается вот эта пара по-разному. And in the Prasangika tradition, the way that the Geluk tradition defines that, which is different from the way that the Kagyu Nyingma and Sakya traditions define Prasangika, but in the Geluk Prasangika, it has a very unique definition. В философской школе Прасанги, как она понимается традицией Гелук, существует довольно такая уникальная дефиниция этого понятия. И следует отметить, что в понимании Прасангики, Кагью, Нингма и Сакья этими школами будет совершенно иное определение. Here, this is a variable only in terms of the appearance of how something exists. А здесь это переменная только в отношении видимости того, как что-то существует, да, не что это есть, а только про способ существования. And the tainted appearance are those phenomena that are mixed with an appearance of truly established existence. И загрязненные феномены — это те феномены, которые смешаны или имеют примесь видения истинного appearance, да, проявления истинного существования. And untainted phenomena are those phenomena that are not mixed with an appearance of truly established existence. Мы, соответственно, меняем на «не», да, и получаем, что незагрязненные феномены — это те феномены, которые не смешаны или не имеют примеси видимости, ну или проявления истинного существования. So now we have to understand what that means. Теперь надо What понять, does что mixed это mean? значит, что это значит, это примеси, не смешаны с. Remember, when we discussed mental activity, the mental activity is made up of primary consciousness and a whole bunch of mental factors. Помните, мы обсуждали ментальную активность и говорили о том, что она состоит из первичного сознания, цусем, и различных ментальных факторов. And there is a form of physical phenomenon, and here it's like an absence of sunlight, moonlight, or darkness. So it's what an absence of or ordinary appearances looks like. This is described from Tantra. Как в тантре описывается отсутствие обыденных феноменов, да? Как совершенно чистые небеса, в которых отсутствует одновременно и свет солнца, подсветка солнца, да, подсветка луны, но и отсутствует тьма. But also we have our body while we are having mental activity, don't we? Whether we see that body or not. И у нас есть также и физическое тело в момент ментальной активности, так ведь? Видим ли мы его или нет, неважно, но оно всегда должно быть.
So when we are non-conceptually absorbed, totally absorbed on voidness, Когда мы не that means with shamatha, joined shamatha and vipassana, and those two joined non-conceptually, because they could be with conceptual cognition. So non-conceptually, Когда мы находимся в неконцептуальном, прямом и непосредованном переживании пустотности, которое есть союз шаматхи и випашьяны в неконцептуальном знании пустотности, а тут надо отметить, что оно может быть также и смешано с концепциями, то есть быть концептуальным. at that time, in that total absorption on non-conceptually on voidness, there is no appearance making of truly established existence. So the hologram doesn't appear to be truly existent, and we certainly don't grasp at it as being truly existent. Вот в этот момент тотальной погруженности в неконцептуальное прямое созерцание пустотности голограмма истинного самобытия просто не возникает. Соответственно, не будет никакого и цепляния за нее. At that time, В этот момент all the mental factors, consciousness, everything that is occurring at that same time is untainted. все ментальные факторы и все, что происходит в уме параллельно этому, в это мгновение, будет не загрязненным вот этим untainted. Including the body of the person. Включая и тело индивида. So the body of that person at that time is something known as a mental body. Тело его в этот момент известно как ментальное тело. So it's not our ordinary body with our ordinary gross elements. Не наше обычное тело, состоящее из плотных элементов. Mental body in this context is, I mean, literally it is a body in the functional nature of a mental phenomenon. А ментальное тело — это определение его таково, что это тело функциональной природой, которого является ментальный элемент. We have a similar type of body in Bardo, in between state. В Бордо, в состоянии между жизнью и смертью у нас подобное тело. We have a similar type of body when we attain shamatha and have extra physical abilities to be able to, walk through walls and do all sorts of things. That's not with this gross body. That's with this very subtle body. Подобное же тело, не грубое физическое тело, а тонкое энергетическое тело, обладаем мы им, когда достигаем шаматху и способны выполнять такие паранормальные действия, как ходить сквозь стены, сквозь плотную материю. Мы проходим через нее не в этом теле, а в том ментальном теле. It's the type of body that also we would have as an arhat. Это то тело, которое присуще архату, которым будем мы обладать, став архатами. And of course there can be many varieties of this type of body, but when we have this non-conceptual total absorption on voidness, then that type of body that we have at that circumstance is untainted. Существует It's not mixed, it doesn't occur with mental activity that's giving rise to an appearance of truly established existence. Существует много разновидностей такого тела, но вот конкретное, которое мы описываем, существующее в момент полной погруженности в неконцептуальное созерцание пустотности, поскольку не возникают там видимости истинного существования, именно оно именуется незагрязненным. So that's untainted. Вот это незагрязненность. And it's tainted at all other times. So everything, all the consciousness, the primary consciousness, the mental factors, your body, and so on, everything is tainted in all other situations when there is the appearance making of truly established existence. И, соответственно, легко понять, что такое загрязненное, все остальное. То есть, кроме этого случая, этого момента, или череды этих моментов, во все остальные времена, все остальное, тело, сознание, первичное, вторичные ментальные факты, все что угодно, будет загрязненным, потому что будет иметь примесь вот этого возникающего ментальной голограммы истинного самобытия. So, whether we are
imagining our body in our ordinary form, or impure form of what it is, or pure form, forms of a Buddha figure. It can be either tainted or untainted, depending on whether there's an appearance of truly established existence with it. Соответственно, в зависимости от того, сопутствует ли этому, или примешано ли к этому восприятие вот эта вот видимость истинного самобытия, наша визуализация себя в обычной форме или в форме совершенной просветленного существа может быть как загрязненным, так и не загрязненным. So that's just short presentation. That's what the variable tainted and untainted is actually referring to. Вот краткое объяснение того, к чему, собственно, относятся эти два термина загрязненное tainted и незагрязненное untainted. So even when we are an arhat, arhats aren't always totally absorbed non-conceptually on voidness. Даже когда мы, если мы архаты, да, то есть достигшие индивидуального освобождения, это не значит, что мы всегда пребываем в состоянии недвойственного постижения пустотности. At that time, when they are totally absorbed non-conceptually like this, their mental body is untainted. But they come out of that meditation and see everything to be, it appears to be truly existent. They don't believe in it, they don't grasp in it. But at that time, because their mental activity gives rise to an appearance of truly established existence, their mental bodies are tainted. Когда они пребывают в этой... Tainted with that appearance. В этой единонаправленной погруженности на пустотности, неконцептуальном осознавании пустотности, их ментальные тела, соответственно, не загрязнены. Но как только они из него выходят, тотчас в ментальной активности начинается вновь возникновение голограммы истинного самобытия, всего, что они воспринимают. Пусть они в нее больше и не верят уже, да, они не воспринимают, что это истинно так, они понимают, что это ошибочная голограмма, но она, тем не менее, восходит в сознании, и, соответственно, этой примесью этой голограммы, да, их ментальное тело загрязняется. Okay, let that sink in for a moment. Давайте пусть это немножко уляжется у вас в уме. Okay. The last variable that we want to discuss are the appearances of samsara and the appearances of nirvana. What is that referring to? Видимости сансары и видимости нирваны, или сансарические, нирванические, да? Что это означает? Последняя пара переменных, которые мы рассмотрим. Samsara is uncontrollably recurring rebirth. Сансара — это череда неконтролируемых рождений. That's based on unawareness, described through the 12 links of dependent arising. Базирующийся на невидении посредством разворачивания 12 звеньев взаимозависимого происхождения. And if we look at this unawareness a little bit more deeply, we're talking about grasping for truly established existence.
Если мы рассмотрим поглубже, это не осознавание, да, или неведение, то мы увидим там цепляние за истинное самосуществование, самобытие. Remember, we had the appearance making and cognition of truly established existence, and then the grasping, thinking that that there is such a thing, that really is, it's not just an appearance. Помните, мы говорили, да, с вами о возникновении вот этих образов истинного самобытия, их познании, да, и вере в них, цеплянии за них как за истинный способ существования. So samsaric appearance is when there still is this grasping. И сансарные восприятия, да, или образы, они присутствуют тогда, когда еще есть это цепляние. Right? A nirvanic appearance is without this grasping. А нирванические проявления лишены этого цепляния. But remember, the arhat, when they're not totally absorbed on voidness, still has the appearance and cognition of truly established existence. They just don't believe in it. Помните, что архат, когда он не пребывает в состоянии неконцептуального переживания, постижения пустотности, он по-прежнему имеет возникновение вот этого образа, этой видимости истинного существования, но он уже не принимает их на веру, он в них не верит, не обманывается ими. For an arhat, we have a nirvana. It's always nirvana appearance. An arhat has achieved liberation, no more grasping for truly established existence. But sometimes that appearance making is tainted with an appearance of truly established existence. Sometimes it's untainted. But both are nirvana appearances. Соответственно, у архата видимости, да, восприятия, образы только нирванические. Это человек, достигший нирваны по определению, да, достигший индивидуального освобождения. Соответственно, веры и обмана этими образами истинного самобытия больше нет. Но, тем не менее, иногда, когда он не в направленном погруженности, да, на пустотности, они у него, тем не менее, возникают, эти образы истинного самобытия. В силу вот этой вот, помните, привычки изначальной. Да? So, an arya is somebody who has had non-conceptual cognition of voidness. They're not yet an arhat. Ария или благородное существо, тот, кто достиг пути видения, имеет прямое неопосредованное неконцептуальное переживание пустотности, но архатом еще не является. If they're totally absorbed non-conceptually on voidness, that's an untainted appearance. If they're in any other situation, it is tainted. But both of these are samsara appearances because they have not freed themselves, they're not liberated from grasping for a truly established existence. Коль скоро они не освободили себя еще от цепляния за истинное самобытие, за истинное самосуществование, от цепляния не свободны, то будь ария существо в состоянии единонаправленной медитации на пустотности, или будь он в постмедитативном состоянии, вне этой погруженности, у него будут все равно сансарические обе видимости, оба восприятия будут сансарическими. Но одно будет tainted, да, загрязненным, да, которое вне медитации, а которое в медитации погруженности будет не загрязненным. Поэтому у арии и у архата разные ситуации, понимаете? Whereas an arhat also has tainted and untainted appearances, but these are nirvana appearances because they are liberated from grasping for truly established existence. Вот у архата ситуация у нас, они могут быть у него загрязненными, не загрязненными, то есть в медитации он или вне, да, но они у него всегда нирванические. У арии они могут быть загрязненными, не загрязненными, опять же в медитации он или в постмедитации, но они у него всегда сансарические. So in the Geluk-Prasangika way of defining the terms, в гелукпинском прасангика-гелукпинском способе описания этих вещей, nirvana with residue is when there is the appearance of truly established existence, and when it's tainted, and nirvana without residue is when there is no appearance of truly established existence. So untainted, when the arhat is totally absorbed non-conceptually on voidness. Нирвана с остатком и нирвана без остатка. В гелукпинском прасангика понимании этих терминов понимается ситуация архата в медитативной погруженности как нирвана без остатка, когда, как сказать, воспроизводства этих видимостей истинного самобытия уже нет, когда он в постмедитативном состоянии и они вновь проявляются, это называется нирвана с остатком, да, с хвостиком.
A Buddha с довеском. never has an appearance making a truly established existence. У Будды же, в отличие от этого, никогда нет порождения этих образов истинного самобытия. So with a Buddha, the nirvana state, because Buddha has no grasping for true existence, is always untainted. У Будды нирваническое состояние, и образы все, они всегда нирванические, и всегда они не загрязненные. Потому что у него и цепляние, понятное дело, как у Арии, например. В отличие от Арии нет. So for a Buddha, then nirvana with residue refers to the form bodies, and nirvana without residue refers to the dharmakaya, the mind of a Buddha. Поэтому для Будды термины нирвана с остатком, как с остатком, да, в переводе, нирвана с остатком, нирвана без остатка относятся к другим вещам. Нирвана с остатком относится к его рупакаям, да, к телам, имеющим форму, а к дхармакае, к телу истины, к телу дхармы относится нирвана без остатка. So these are what are known as acquired nirvanas. Это то, что именуется обретенными нирванами, да, приобретенными. What attains as an arhat or as a Buddha. То, что достигается архатом или Буддой, соответственно. There's also natural nirvana, which is referring to voidness. Есть также то, что именуется естественной нирваной, а не вновь обретенной, да? Это естественная нирвана, это относится к пустотности. So when when we work with this material, работая с этим материалом, we do this in the manner in which we study Abhidharma. Мы делаем это так, как когда мы изучаем Абхидхарму. We have the Tripitaka, the three baskets. У нас есть три питака, знаете, три корзины. Of Vinaya, Sutra, and Abhidharma. Виная, Сутра и Абхидхарма Питаки. And studying each of these helps us to develop the so-called three higher trainings. Каждая из них помогает нам развивать то, что известно как три высших дисциплины или упражнения, да? So the three higher trainings, first of all, by studying Vinaya, these are the rules of discipline, we develop training in higher ethical self-discipline. Изучая Винаю, которая относится к нравственности, к этическим нормам и заповедям, мы развиваем то, что называется наивысшей дисциплиной нравственности, первое. Right, higher can be referring to the fact that it's with renunciation or both renunciation and bodhicitta. Can also define that in terms of if we have some understanding of voidness of what we're doing. There's several ways of defining higher. Вот это описание высшей дисциплины, да, или наивысшая, это относится к наличию неких квалифицирующих характеристик или качеств у нее. Иногда это описывается как наличие отречения, или и отречения и бодхичитты, или этих и наличие понимания некоторого пустотности. Это делает их высшими дисциплинами, в отличие от обычных. Studying sutra, we develop the higher training in concentration. So the sutras describe all sorts of different meditations. Изучая корзину сутр, мы стабилизируем свою концентрацию, упражняемся в сосредоточении, поскольку сутры описывают различные способы и стадии медитации. And studying Abhidharma, which is special topics of knowledge. Изучение Абхидхармы, которые переводятся как особые объекты или темы познания, helps us to develop the higher training in discriminating awareness. Позволяет нам продвигаться в высшей дисциплине различающего знания, или мудрости. So, discriminating awareness, usually translated as wisdom, but that's much too vague a word. That discriminating awareness is not necessarily about voidness, because Abhidharma doesn't teach about voidness. Различающее знание не обязательно объектом имеет пустотность. Различающее знание обычно переводят как мудрость, но я считаю таким слишком расплывчатым термином. Оно не всегда про пустоту, на самом деле Абхидхарма пустоте-то и не учит. Remember the definition of discriminating awareness. It adds certainty to distinguishing. So you're absolutely certain it's this and not that. Помните определение различающего знания, да? It's certainty to distinguishing. Это определенность, certainty, да, в различении, in distinguishing, да, определенность различения. Right? We distinguish these colored shapes as a body, from the colored shapes of the wall.
Мы It's определяем, distinguishing. да, уверенно определяем вот эту совокупность каких-то цветных форм, да, от как форму тела существа от цвета там стула и фона стены. Right? Discriminating awareness adds certainty to that. You're really sure of that. There's no indecision. Это Well, различающее, that certainty, of course, could be correct or incorrect. это различающее осознавание имеет такое качество такой дефинитивности, своей уверенности, четкости, да, оно безошибочно. Ну, оно может, конечно, быть ошибочной уверенностью, но уверенность, тем не менее, это в нем качественно присутствует. So when we study Abhidharma, what we learn are all sorts of variables, like what we've been discussing. Pure and impure, tainted, untainted, nirvana, samsara, accurate, inaccurate, all these. We had 4 sets of variables here. Когда мы изучаем Абхидхарму, мы работаем со всякими такими наборами переменных, да, какие мы только что озвучили. Вот 4 пары у нас было, что там верное, неверное, чистое, нечистое, загрязненное, незагрязненное, там что еще. And it had to do both with what things appear to be and how they appear to exist. И применялись они все к тоже 2 парам вещей, а именно к тому, что вещь есть, и к тому, как она существует. And we discussed this from the point of view of the ways of being aware of things, you know, so the cognitive side, and we also discussed it from the mental hologram side. И рассматривали мы как с когнитивной стороны, то есть с того, как мы когнитивно вовлекаемся в объект, познаем его, и со стороны самого объекта, да, то есть с этой ментальной голограммы, ну, которая неделимы, к слову, да. So now, Abhidharma, you develop the discriminating awareness by working with set theory, basically. А вы развиваете различающее знание, работая set theory. Like in mathematics, you have set theory. So the logical pervasions. If it is impure, can it be accurate or inaccurate? Can it be tainted or untainted? And you try to figure out, like you have a deck of cards, and you try to shuffle and put the cards together and figure out all the combinations. Работая как вот таким математическим методом с теорией вот этих вот исключений и как бы, ну, просеивания через эти различные категории, да, имея что-то, мы начинаем проверять, является ли это чистым или нечистым, загрязненное, незагрязненное, или верное ли это истинное. So this then is what you do in the Abhidharma training in order to develop that discriminating awareness that you can see, you know, if it's like this, then what are the possibilities that it could be? And if it's not like this, what other possibilities? And, you know, all of that, your mind becomes very clear and sharp. That's the development of discriminating awareness. И мы пытаемся развить, изучая Абхидхарму, это различающее осознавание, эту мудрость, да, посредством вот такого вот изучения. Если это так, тогда как это еще обстоит дело? Там мы принимаем одну гипотезу за данность, да, и начинаем, тогда вот это вот из нее следует, тогда это вот это в эту категорию попадает, и так мы оттачиваем, уточняем, рафинируем, так сказать, свое знание до предела. Remember, people in traditional Buddhist settings didn't have our modern educational system. Studying Dharma was their educational system, so this is how they developed their intelligence, their ability to deal with complex systems. И именно так развивали свою логику, свой интеллект, свою способность работать и осознавать какие-то сложные системы многомерные люди, получавшие буддийское образование в прошлом. Ведь у них не было нашей системы образования с нашими там математиками, логиками и прочим. Да? А вот буддийское образование, вот это было все, что у них было. Это и было образование. And whether we like it or not, conventional reality is very complex. И нравится нам это или нет, условная реальность весьма сложна, к сожалению. So we have to deal with it. И нам предстоит как-то с ней вот Which means работать. that we have to develop our ability to work with highly complex systems. I mean, if you think in terms of the interaction of everybody with each other, how complex is that? И если мы хотим в ней разбираться, нам так или иначе придется развивать эту свою способность работать, оперировать в сложных системах. Представьте себе взаимодействие всех со всеми, какая-то сложная многомерная система сама по себе. So, we have presented all these variables. И мы представили, так сказать, рассмотрели вкратце эти все переменные. And if we want to work with it, we need to work out for ourselves the logical pervasions.
И если мы хотим how they научиться fit together. работать с ними, мы должны научиться связывать их вот так вот этими логическими связями. Следует одно из другого, не следует одно из другого и тому подобное. I tell you, before I came here, I had thought that I would make charts to show how these things fit together. But when I started to try to do that, I realized that it was really too complex to try to make 32 different charts of all the different ways, and you can't really make a such a put so many variables into a two-dimensional chart. So I gave up, and I decided that this is your own homework. Сознаюсь вам, что перед тем, как выдвинуться сюда, я хотел нарисовать дома различные, сделать таблицы, какие-то визуализации того, что мы с вами изучали, но отказался от этой задачи, попробовав, потому что понял, что в двухмерной визуализации невозможно создать все эти многомерные, внести параметры и все эти переменные, и все это становится таким запутанным, невыполнимым, что я отказался от этой идеи и оставляю это вам в качестве домашней работы. So we could either use this material to help us to develop this discriminating awareness. Мы можем использовать этот материал в качестве подспорья нам для развития вот этого различающего осознавания. Or we could use this material to actually analyze what we are experiencing each moment, and when we are having some sort of problems or difficulties, to try to identify what is it that we have to work on to get rid of, and what is what should we say, the basic functioning of mental activity that we don't try to get rid of. Или мы можем использовать его в качестве инструмента для анализа нашей повседневной ментальной активности, когда какие-то проблемы у нас, мы что-то переживаем, испытываем, да, мы можем всякий раз анализировать, используя этот инструментарий, чтобы понять, что здесь является вредящим фактором, от чего следует избавиться, что следует искоренить, а что является частью функциональной природы ментального процесса, от чего избавиться невозможно, что следует поддерживать, так вот как-то оценивать, мониторить, да, свою вот эту внутреннюю. And of course, there's a third possibility, which is to just forget about it. Есть третья возможность, как бы, просто забыть об этом благополучно. So everything depends on our motivation. Why we come here to start with? We want to just entertainment, or to learn something that might be actually useful. Поэтому все зависит в конечном итоге от той мотивации, с которой мы изначально сюда пришли, хотим ли мы из этого извлечь какую-то пользу и как-то использовать, либо просто из праздного интереса и можем благополучно забыть. So we have a half hour left, so we have time for more questions, since you people seem to have a lot of questions, which is wonderful. Осталось полчаса, поэтому давайте их посвятим ответам на ваши вопросы. Мне кажется, у вас их много, и это замечательно. Yeah. Выделяет только три, да, признака внешнего объекта. Вот это общеизвестность, достоверность, относительно истины и абсолютно непротиворечие. У меня такой вопрос. После того, как исчезают вот эти вот признаки, собственные признаки объекта, когда появляется некое новое явление, как оно становится общеизвестным, как люди его без собственных характеристик, как этот процесс возникает. Для меня это просто загадка, я не могу вот это освоить. Все поняли вопрос? Я тоже не понял. Узнать, что спутник, да? Если возникает какой-то новый объект, которого в обороте не было прежде, да? Интернет или новый. Как потом люди узнают? Как это становится общеизвестным? You mentioned about the Chandrakirti defining I think it was Chandrakirti, in three ways the phenomenon being what was it true or not? Like not contradicting valid cognition. How is valid? It's not contradicting the common knowledge, then ultimate truth, conventional truth. And he said if something completely new appears that is not yet the object of the common knowledge, like something from the space or from internet or internet itself unknown to others, how then to define if it's a valid object or not? Well, if something arises newly, and we're the very, very, very first person to observe it, just the fact that we have observed it means that it's an object of common knowledge.
ordinary knowledge. Common doesn't necessarily mean shared. It's ordinary. Я в самых общих чертах задал вопрос, да? Значит, соответственно, ответ следующим образом идет. Если что-то возникает совершенно в новинку и впервые, да, во Вселенной, и, скажем, входит с ним в контакт с этим объектом первый человек, существо, воспринимающее его, да, то факт восприятия этим существом этого объекта является выполнением того условия, которое у нас там было у Чандракирти, которое есть, это не обязательно общественным знанием, common knowledge, а обыденным, там еще было это слово обыденным. Оно есть уже объект обыденного познания, вот обычное существо его познает. In other words, just our ordinary type of minds, we can observe it. Иными словами, что обычным нашим умом мы можем его наблюдать. That's enough, even if we're the first person to observe it. И если это даже первый человек его наблюдает, этого факта достаточно вполне. But then it has to be corroborated that it's not a hallucination. So you have to check with other people. Can they also observe it? Но затем, конечно, надо будет свериться с сознаниями других людей, не галлюцинируете ли вы, видя его, как бы верно ли это восприятие, да, но это дальше процесс. And that's the scientific method. Other people have to do the experiment and come up with the same result. Это уже научный метод, когда должна быть повторяемость наблюдения, да, другие должны подтвердить его и так далее. Yeah. Скажите, пожалуйста, вот говорится, что бодхичитта становится первичным сознанием. Как это происходит? Вот если во вторичных факторах, например, позитивные ментальные факторы, мы там даже не находим в перечне любовь, сострадание. Говорится, что бодхичитта становится первичным именно. Maybe you can repeat that in Russian. I can hardly hear it. I will try. In Russian. Вопрос был в том, что как бодхичитта может стать первичным сознанием, коль скоро даже в благих ментальных факторах мы не обнаруживаем ее аналога типа любви, сострадания и прочее. Любви, сострадания, которые идут к возникновению причинами. Да? She said that bodhicitta is said to be, bodhicitta have to become for us a primary mind, she says. It is said in the teaching, maybe, I don't know if she's correct or not. So, but then in the secondary mental factors, in the virtuous ones, we don't find love and compassion, even those that are precursors or causes for bodhicitta. So how can that bodhicitta become a primary mind? There are 2 points here. First of all, there's a difference between primary consciousness and principal awareness. Первое, есть разница между тем, что мы называем primary consciousness, или вот то, что я переводил сейчас как первичный этот ум, и тем, что является principal consciousness. Principal awareness. И основным осознаванием. Right? Principal awareness, основным осознанием. These are 2 different Tibetan terms. Это разные два тибетских термина. Since you know Tibetan, it's namshe and dzogchen. Ага. У нас здесь тибетское намше, напрашепа и цосем. Right. So what we were talking about was primary consciousness. That's visual, hearing, smelling, tasting, feeling a physical sensation, or mental. То, что мы использовали сейчас, это было намще, напрашепа. Поэтому, переводя это как первичное сознание, мы подразумевали, что это одно из основных наших сознаний. Основное сознание, либо там визуальное, ментальное, да, аудио, обонятельное, осязательное и прочее. Primary awareness is a cluster of some type of primary consciousness and certain mental factors that always have to be there. So it makes a package. That's a principal awareness, and it is given the name of the principal factor in it. So in this case, bodhicitta. Тогда как primary awareness, вот то, что другое сейчас Алекс назвал. Primary consciousness, principal awareness. Principal awareness. Sorry, then what we're talking about now? Because I missed it. Primary consciousness is seeing, hearing, smelling, etc. Principal awareness is a cluster of a primary consciousness, which is usually mental, plus a cluster of mental factors that are always there. So that whole cluster is given the name of the primary component, of the principal component of it, which in this case is bodhicitta. И то, что называется по-тибетски цосем, да, основной ум, или как Алекс его назвал, primary awareness,
Да? Это Principle awareness. principle awareness. Я вам даю все аналоги, чтобы вы потом не говорили, что в русском это можно и то, и так перевести, понимаете? You can't translate the two terms with the same word, then you'd get totally Нельзя confused. 20 терминов переводить одним словом, иначе мы полностью запутаемся. Так вот, оно, это второе, цосэм, относится к целому ментальному кластеру, состоящему из основного сознания и различных обслуживающих его ментальных факторов. So, in the case of bodhicitta, it always has love and compassion as part of the package. И название ему дается по основному, так сказать, превалирующему в нем. В данном случае бодхичитта. В пакете вот этом, да, в наборе этом, который будет называться бодхичитта, будут присутствовать любовь и сострадание. Right. Bodhicitta is a mental consciousness that Бодхичитта is focused on our not yet happening enlightenment. — это ментальное сознание, которое фокусируется на нашем недостигнутом пока еще просветлении, Imputed on the Buddha nature factors that will be their causes, on our own mental которое continuum. обозначено на Будда-факторах, содержащихся в нашем собственном потоке сознания. And in that cluster, there is love, compassion, the exceptional resolve to take responsibility. И в этом кластере, да, в этом наборе, в этом пучке есть любовь, сострадание, есть исключительная решимость принять на себя все это бремя. And the intention to attain that enlightenment and the intention to help everybody by means of that, because of the love and compassion and exceptional resolve. И в силу этих любви, сострадания и исключительной решимости, это желание достичь просветления для того, чтобы этим помочь всем живым существам. Вот такой вот кластер. And so when we speak of bodhicitta as a principal awareness, that's the main component in this cluster, but it always has all of the other mental factors with it. It's a package. И когда мы говорим об бодхичитте, мы говорим об основном осознавании, да, и мы всегда имеем, мы обозначаем ее бодхичиттой, но в этом наборе, в этом комплекте у нас все обозначенное вами, любовь и сострадание, безусловно, должны присутствовать. So the confusion is that somebody translated principal awareness and primary consciousness with the same word. They're not the same. Проблема из-за того, что вот эти вот principal awareness и primary consciousness, намще и цосэм были переведены кем-то одинаковым образом. Но здесь переведены кем-то мной вряд ли, потому что у нас звучало всегда только одно, да? Вот. Но на самом деле, если бы они у нас звучали параллельно, я бы все-таки уточнял бы. У нас прозвучало оно впервые, цосэм здесь. Now, you can have a pie, У вас может быть пирог, and you can divide it into 51 pieces in two different ways. и разделить его можно на 51 кусок двумя разными способами. You could divide the whole pie into 51 pieces, or you could divide part of the pie into 51 pieces. Можно взять и весь торт разделить на пирог на 51 кусок, а можно лишь часть его выделенную разделить на 51 кусок. So, in the Abhidharma presentation of a Sangha, there are 51 mental factors. In the Abhidharma presentation of Vasubandhu, I don't remember if it's 46 or 48. In the Theravada one, there's another number. So there are many mental factors that are not included in these divisions, like love, compassion, patience, and so on. That doesn't mean that they're not mental factors. They are. И все это условные такие нарезки пирога, да, условные деления. Например, в изложении Абхидхармы Асанги мы находим 51 ментальный фактор. Да, в изложении Васубандху мы находим там сколько-то, не помню, 45-46, сколько-то другая нарезка. Да? А в Адхиравадинском изложении вот этих ментальных факторов опять новое число, новая группировка. Поэтому такие как любовь, сострадание могут там напрямую отсутствовать, но это не есть какой-то исключительный, эксклюзивный список. Да? Много чего отсутствует. So these Abhidharma presentations are just dividing part of the pie into this number of pieces, not the whole thing. Поэтому эти вот изложения Абхидхармы просто часть этого пирога дробят на 51 ментальный фактор, на 51 часть, а не весь пирог. То есть любовь и сострадание это тоже ментальные факторы. So love and compassion basically they are Love and also compassion are mental factors, as are patience Как и терпение. and generosity and so on, even though they're not in these lists. Да, все это да. И хотя они и не в этом списке. Next. Не исчерпывающий список. Да.
такой вопрос, как наш развитый сложный человеческий разум может оказаться в теле муравья или таракана? И по своей сути мы можем родиться в следующей жизни. Ну, человек может родиться, по идее, только человеком, а может родиться инвалидом или глухим, или без зрения, в зависимости от его прошлой жизни. Ну и тем более, как мы можем развивать наш разум в следующей жизни, как можем не начинать с нуля, насколько это возможно. She wonders how such developed and complex thing as human consciousness, human intellect can take rebirth in such a simple and restricted basis, say ant or cockroach, or even as a handicapped or like mentally handicapped human being or deaf or dumb, and so being restricted and limited in so many ways. And how can we develop further if we are reborn? And like, do we have to start from zero again, like from cockroach or something? How? Well, this is a very interesting question. That with all the mental factors that we have, that mental activity has, why is it that in certain life forms it can be more highly developed than in others? It's basically the question. Вопрос о том, как могут быть со всем тем богатством ментальной активности, присущей нам, могут существовать эти различные, гораздо более простые жизнеформы, грубо говоря. This is a very good question. Это очень хороший вопрос. Because it reminds us of the fact that when we talk about mental activity, it has to have a physical basis, and you can also describe it in terms of physically what is happening, in terms of chemicals and electric impulses and so on. Это напоминает нам о важной связи, которая существует всегда между ментальным и физическим, что для всякого ментального действия должен присутствовать некий физический коррелят, да, то, что соответствует ему на уровне материи, химические, электрические реакции, то, что поддерживает это как материальный субстрат. So, the ripening of karma, созревание кармы, in terms of rebirth. В терминах перерождения, we have what's called throwing karma. Вы знаете, есть то, что называется бросающей кармой, да, проецирующей кармой. Which is going to shape what type of life form that we have in our next lifetime. Это то, что проецирует форму той или иной следующей жизни, которую мы принимаем. And completing karma, which is going to complete the circumstances of us. You'd be a human, but a blind one, and so on. А также так называемая завершающая разновидность кармы, это карма, которая завершает, собственно, антураж этого нового рождения. Слепы ли мы в нем, здоровы ли и так далее. То есть рождение определено, а затем как в нем обстоят дела. This is going to give rise to all the body and the mental factors which are unspecified. In other words, the ones that are neither constructive, like love and compassion, or destructive, like anger. Оно дает, responsible for all these neutral ones. Оно дает рождение телу и всем тем ментальным событиям, факторам, которые в нем протекают, нейтральным, которые не определяются как положительные или негативные, типа любовь или ненависть. So, everything is going to work harmoniously together in terms of what ripens. И все будет работать вот так гармонично и слаженно в смысле созревания. Now, remember, we each of these mental factors, like discriminating awareness, which is basically intelligence, and attention, and all these other things, are measuring a spectrum of a variable. Помните, что все эти ментальные факторы, включая различающее сознавание, которое по сути есть интеллект, да, или разумность, и все иные, они являются бегунками на этой широчайшей шкале переменных, да, значений. Not that they're measuring these, but I mean they have a varying value. Не то, что они very intelligent, not very intelligent. Не то, что они что-то измеряют, но они могут быть у нас от очень малоразумных до чрезвычайно разумных. Ability to distinguish, many things, or not distinguish very much. Ability to decisively understand things or not. These are variables. Способности различать множество вещей в деталях или способности различать лишь малое, да, в общих чертах, либо способности уверенно знать, уверенно различать что-то или неспособность уверенно знать. So, depending on the karmic tendencies,
and potentials. And it's not just from one, it's from a whole cluster of them. We're going to get a whole package in terms of a rebirth. И в зависимости от каких-то кармических тенденций, не какой-то одной, а целого, опять же, пакета, из сложнейшего набора их, мы будем иметь вот этот вот пакет или набор нового воплощения, в котором все будет как-то определенным образом сочетаться. And please don't take the way that I'm saying this in a literal fashion. It's not that we are separate from all of this and now we're dealt a new deck of cards by karma and then now we have to play with them in this lifetime. That's New Age. That's not Buddhism. Опять же, не воспринимайте это в таком вот нью-эйджевском, каком-то мистифицированном ключе, что вот мы ничего с этим общего не имеем, нам сдали какую-то колоду карт, и вот мы вынуждены играть с тем, что имеем, а мы к этому никакого отношения не имеем. But we are going to have a physical basis that will be able to support just that amount of the functioning of the mental factors. У нас будет физическая основа, телесная основа, которая сможет поддержать или послужить опорой, да, базисом лишь для того ментального набора, который нам предназначен, который мы заработали, условно. So these two will come together and ripen together, having very little ability to discriminate and to understand things, and the physical basis of that will be the brain of an ant. И они сойдутся воедино и будут гармонично работать вместе. Например, способность различать лишь совсем чуть-чуть, малую толику, и физический коррелят этого, или базис этого, мозг, или что там, нервная трубка, или что, муравья. That's why I was saying in terms of pain and unhappiness, what will ripen is the ability to experience way, far end of the extreme of pain and unhappiness, and then you would have a body that would support that, like a hell being. That is a body that is not going to fall unconscious like a human one will at a certain level of pain. It will stay conscious, all the way down that spectrum. That's a hellish rebirth. So the body and the mental factors will work harmoniously. The body will support the level of the mental factors and the level of the sight, sound, smells, tastes, physical sensations. То есть тела и ментальные факторы будут работать гармонично и соответствовать друг другу в этих наборах. И то же самое будет верно для какого-то адского бытия, невыносимой боли, когда способность испытывать кармически, так сказать, обусловленная способность испытывать такие интенсивные страдания будет поддержана телом адского существа, то есть мученика адов, который, не впадая в забытие, не теряя сознание, способен испытывать куда более широкий спектр болевых ощущений, несчастья, чем мы способны это в человеческом теле, которое отключается после какого-то довольно, в общем-то, невысокого барьера. So, if we are an ant or a cockroach, can we develop bodhicitta in that life form? Well, no. So you have to wait until the karma that is sustaining that type of life has been depleted, and if there's enough positive karmic potential from before, wait until you were born as a human. So there's not much you can do. К практической части вашего вопроса, родившись муравьем или тараканом, можете ли вы развить бодхичитту? Да нет, конечно, потому что просто не поддерживается подобная когнитивная часть, подобной материальной частью, да? И, соответственно, если у вас тенденции к этому есть, вам придется подождать следующего человеческого рождения, да, когда подобные возможности появятся. I mean, there are few things that maybe as a dog we could learn to be a seeing eye dog that helps somebody. So that dog would certainly build up some positive force from that. Можно подумать о каких-то случаях накопления благой кармы, будучи, например, собакой. Если это собака-поводырь для слепого, да, то, работая всю жизнь таким поводырем, наверное, она накапливает тоже позитивную карму соответствующую. But that's because the dog brain is more developed than the chicken brain. We don't have seeing eye chicken. Но это также обусловлено, и это не голословно, да, это обусловлено большими когнитивными способностями собаки и развитостью ее головного мозга. Это мозг млекопитающего, да, уже с корой и все. Соответственно, мозг курицы так не развит, поэтому мы не имеем куриц-поводырей, имеем собак-поводырей. Можно уточнить, правильно я понимаю, что, допустим, если человеком развил какой-то фактор, то есть, например, терпение, да,
то терпение, например, у меня будет, когда я, допустим, перерожусь с муравьем, оно будет, так тоже будет у меня терпение, или оно не будет умирать терпение. Или, например, адское существо, у меня будет терпение безграничное. Когда я потом перерожусь человеком, у меня тоже будет безграничное терпение, или все-таки у меня будет то терпение, когда я был человеком. То есть оно как-то градируется, или оно фиксируется за формой. If he developed certain quality, a certain mental factor to a great extent, like patience, for example, in this life, and he is reborn as an ant, well, will he be then an extremely patient ant, or if a hell being, then extremely patient hell being, or a human being, then that will be inherited, and he will be very patient? Well, no, not necessarily. You have to realize if we have had beginningless rebirths, that just because we've developed something in this lifetime doesn't mean that it's going to ripen in the next lifetime. It could ripen, 20,000 lifetimes in the future. So it's not linear like that. Следует немножко иметь более широкое видение ситуации и отойти от такого линейного восприятия происходящего. Помнить о том, что мы рождались с безначальных времен, в безначальных количестве тел, ситуаций, жизни, взаимодействий и все такое прочее. И также будет происходить и в будущем. Надеемся, недолго. Вот. Значит, соответственно, то, что сейчас тенденция какая-то была наработана, она как и созревающая сейчас тенденция могла быть создана миллиарды жизней назад. И ваше терпение, которым вы так гордитесь, может проявиться тоже через миллиарды жизней вперед. Не надо так это линейно рассматривать. Вот сейчас муравья терпеливого. But to continue answering your question, продолжая отвечать на ваш вопрос, as a human, we have a special situation. Как у людей, у нас, конечно, ситуация особая. Which is that we may be born from karma, let's say, with a limited intelligence. Мы можем быть рождены от кармы с ограниченной интеллектуальностью, разумностью. But we do have the potential for that to develop further. Но иметь потенциал, например, развития ее существенным образом. Not just simply with education, but building up positive force. Не просто посредством образования в этой жизни, но накопление вот этих двух собираний, двух видов накоплений. To overcome, mental being closed. What's the word? Mentally closed. Чтобы убрать вот эту ментальную закрытость, ментальную блокированность, снять. So the classic example was Buddha had a disciple who couldn't remember anything. And so the Buddha had this disciple always sweep the temple. Dirt be gone. He taught them to say that. Dirt be gone, dirt be gone. And by pulling up such tremendous positive force from always cleaning the temple, this monk, developed great insight and eventually became an arhat. So whether that's true or not is besides the point. It illustrates the point that with a tremendous amount of positive force, you can overcome these type of handicaps. Здесь прекрасный пример есть такой в жизнеописании Будды. Правда он или нет, неважно, это иллюстративный пример и достаточно его нам для понимания ситуации, что был ученик у Будды, который совершенно не в состоянии был ничего понять и запомнить, совершенно такой тугоумный человек, и Будда его поставил подметать храм. Дал ему метлу, и тот всю свою жизнь мел храм, накапливая эту благую заслугу, и научил у него такому слогану, он говорил, кажется, типа «пыль вон, омрачение прочь», или что-то такое. Вот он с этой мантрой постоянно, все это мел всю свою жизнь, и накопил этими заслугами такой объем, благой деятельности, такой объем соответствующей позитивной кармы, что стал архатом при жизни. Вот так, это пример, иллюстрация того, как подобные состояния ограниченности, такой, или инвалидности, или ограниченности могут преодолеваться. But if you've been born with no eyes or blind, no matter how much positive force you build up, you're not going to, develop sight. So you compensate for that with braille or, there are many other ways of learning. Но если вы рождены без какого-то, например, органа сенсорного, например, без глаз, то сколько бы вы благой заслуги не накапливали в этой жизни, глаза у вас не появятся, и вы не прозреете. Но это как-то компенсируется, и обучение все равно возможно посредством метода Брайля, или как-то вы все равно получаете информацию. Last question. Последний вопрос. А можно ли тогда считать, недавно был пример такой с дедушкой, парализованным или еще с тряпочкой. Да. Можно ли считать это упрощением материальной базы уже при жизни для того, чтобы, сознание, то есть
так скажем, не использование какого-то сознания, не развивание, не развитие или еще что-то. Вот при жизни связать с упрощением материальной базы. You mentioned once the Alzheimer elder sitting there drooling and picking on his towel, whatever. And you said, can we maybe can we consider such a case of someone who was not using properly maybe certain mental qualities or intelligence or certain mental factors, and them degenerating and leading to the degeneration of the material base of that of his mind, say, in that particular disease, and degeneration or misuse or not using of one, leading to the degeneration and misuse and decline of another. When we look at the phenomenon of causality, когда мы смотрим на вообще сам феномен причинности, да, что вызывает что? There are so-called immediate causes and more distant causes. Есть то, что именуется непосредственно предшествующими причинами и удаленными причинами. So we can take that in a very literal sense. You know, the immediate cause of being hit by the car was that you walked in front of it. But the long time ago cause would be the karmic cause for being hit by a car. Поэтому, например, то, что нас сбивает машина, если мы говорим о непосредственно предшествующей причине, ну вот она, он шагнул на мостовую, да, его сбила машина. Что тут? Но, конечно, в плане далеко идущих, там, ну или длительных, отстоящих причин, мы можем дойти до какой-то причины кармической, которая, собственно, вызвала, привела к такому инциденту, к такому страданию. So if we extend that presentation of immediate causes and long-term causes to not be so literal, then of course the way that we lead our lives in terms of diet and exercise, both mental exercise and physical exercise, is going to lead to contribute to either getting Alzheimer's or, you know, you smoke so you get lung cancer and so on. But not everybody who leads that same lifestyle is going to get Alzheimer's or get cancer. So there's also a longer-term karmic cause. Если мы не будем так буквально вот рассматривать эту структуру предшествующей непосредственно и долгоиграющей, так сказать, отстоящей кармы, то мы можем, да, рассмотреть ситуацию человека, который впадает в такую ситуацию, например, в старости, в зрелом возрасте, ввиду того, что он недолжным образом живет, у него какой-то порочный образ жизни, плохая диета, плохо питается, он не упражняется физически, он не упражняется ментально, он себя запустил во всех этих аспектах, да, и у него это проявляется в виде Альцгеймера или каких-то других, соответственно, дегенеративных заболеваний такого свойства. Но, однако, мы тут же видим, что и не всякий, кто ведет такой образ жизни, а многие ведут такой образ жизни, болеют Альцгеймером или дегенеративными заболеваниями иного такого порода, да? So it's not necessarily that only lazy people or people who smoke get Alzheimer's or cancer. You have a brilliant scientist and they get Alzheimer's as well. И сделать заключение, что so you have to, there are all these, four possibilities in terms of this, immediately how you led this life and what you did in previous lives. И тот, кто, например, курит, там только тот заболевает раком легких, или тот, кто курит только, или тот, кто, так сказать, ведет какую-то бездарную, такую глупую жизнь, болеет Альцгеймером. Полно людей, которые заболевают различной онкологией, не куря и не употребляя там чего-то такого зловредного. И люди, там, блестящие ученые с каким-то интеллектом заболевают Альцгеймером. Поэтому здесь надо рассматривать ситуацию в контексте вот непосредственных причин из прошлых жизней и их взаимодействия. That's why we need to have a double-pronged approach. In this lifetime, try to be mentally active, physically active, good diet, don't smoke, don't drink alcohol, etc. But at the same time, also purify
try to purify karma from previous lifetimes as well. Понимая эту ситуацию, нам нужно сделать здесь такой двойной подход к проблеме, чтобы, так сказать, этого избегать. Да? Естественно, не создавать непосредственных близлежащих причин для этого состояния в этой жизни, то есть исключить нездоровый образ жизни, там, диету, курение, алкоголь и прочее, соответственно, упражняться физически и ментально, и исключать посредством очищения, да, некие кармические причины более долгоиграющего свойства из прошлых рождений. Для этого есть соответствующие техники тоже. So that's a nice note to end on. Let's end with the dedication. Хорошая нота, на которой можно закончить. Давайте закончим с посвящением. Whatever understanding, whatever positive forces come from all this, may go deeper and deeper and act as a cause for all beings to reach the enlightened state of the Buddha for the benefit of us all. Пусть всякое понимание, пусть всякая благая энергия, которые были созданы в процессе этого нашего совместного здесь изучения этих тем, послужит причиной просветления моего собственного в будущем и моей способности наилучшим образом помочь другим существам, приведя их всех к просветлению. Okay, thank you very much. Спасибо большое.